Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем обзор долгожданной игры Визардия, выход альфа-версии которой уже скоро. Сегодня я расскажу последние новости, обсудим предстоящий турнир, покажу вам несколько боев и обзор геймплея. В общем, будет интересно, поэтому присаживайтесь поудобнее, а я начинаю. Давайте начнем, наверное, с турнира, который стартует сразу с выходом альфа-версии. А выход альфа-версии разработчики нам обещают очень и очень скоро. Итак, для того, чтобы принять участие в турнире, нам нужно первое. 3 визарда, 3 NFT героя. Как правильно их подобрать, какие скиллы, навыки и так далее, я вам чуть-чуть позже покажу на реальных боях, как это все выглядит. Дальше нам надо будет купить билет, который стоит $10 и дается он на 20 боев. Также нам нужно иметь на кошельке 100 токенов Wizard. Итак, вот здесь турнирная таблица с наградами, ее можно посмотреть. За первое место дают 25 тысяч токенов Wizard и одного эпического героя Петро. Ну и вот так далее по убывающей. Значит, бои будут проходить против компьютера, рейтинг будет учитываться будет рейтинг каждого боя, то есть за победу, если у тебя у героя там остается, ну вот здесь в принципе написано, да, сколько здоровья у твоих героев остается, это все конвертируется в очки, эти очки тебе начисляются и твои очки сравниваются с очками других игроков. Ну, еще раз повторюсь, чуть-чуть попозже я вам покажу бой. Мне разработчики дали доступ к пре-альфа версии. Там это мы все с вами посмотрим, как этот будет турнир, значит, работать и функционировать. Так, двигаемся дальше. Новый вид заработка в игре Market Genesis NFT. В прошлом видео мы уже обсуждали, как можно заработать на стейкинге и NFT аренах. Поэтому повторяться не буду. Кому интересно, смотрим видео в подсказках. Теперь разработчики добавили новый вид заработка Market Genesis NFT. Это NFT позволяет получать проценты со всех операций, проводимых на внутриигровом рынке. А на рынке на этом будут торговать ресурсами, которые в свою очередь нужны будут для повышения ранга героев, для ставок на сражения, призывов новых героев и так далее. В общем, здесь вот, ребят, вся информация есть. Вот написано 1%. Будут даваться 1% вот от всех транзакций будут даваться владельцам вот этих вот Market Genesis NFT. Также здесь есть калькулятор, который можно использовать и посчитать примерный свой доход. Ну, я вот здесь вот так прикинул. То есть, если сейчас купить за $225 вот эту вот Market Genesis NFT, примерный бюджет, ну я думаю, что по 500 визардов при текущем курсе, вот я текущий оставил, примерно 0,04. И где-то 70 тысяч транзакций в день. Это мои прогнозы, ребят. Можете вот тут поиграться с этим калькулятором как угодно. Вот жмете кнопочку Calculate, и он вам считает, да, то есть сколько у вас будет выходить в месяц, ваш процент годовой и так далее, да. Вот чем дальше, тем, видите, вот дороже эти NFT. То есть сейчас они по $225, на втором раунде будет 275 и на последнем уже будут по $375 эти Market Genesis NFT. Ну, лично я себе одну такую приобрел, как говорится, пусть будет. Вы смотрите сами, думайте сами. Тут, как говорится, дело хозяйское. Обязательно проводите свой анализ собственный, потому что игра новая, быть может всякое. От разработчиков очень много зависит, как я уже говорил в прошлых видео. Игра на самом деле, да, перспективная, на мой взгляд. Я говорил, что она напоминает Raid Shadow of Legends. Если разработчики сделают что-то подобное, будет очень-очень много игроков и так далее, и так далее. Но все же всегда делайте самостоятельный анализ. И помните, это не финансовая рекомендация, а лишь я вам делюсь опытом и рассказываю про все возможности. Но если вы все-таки решите приобрести Genesis NFT или же этих героев,
то ссылочка на скидку будет обязательно в описании, в комментарии. Как говорится, пользуйтесь на здоровье, покупайте со скидкой. Ну и давайте приступим к самому интересному. Сейчас я вам покажу бой, геймплей и вообще как будет турнир работать. Для начала еще раз напомню, кто не знает, все герои делятся на 3 категории. Это Soul, Mind и Body. Вот есть такая специальная табличка, ссылку я на нее дам. Можно посмотреть всех героев, кто против кого сильный, кто против кого слабый. Но если вкратце сказать, то Soul бьет Mind сильно, Mind бьет Body сильно, Body бьет Soul сильно. Если вкратце. Ну, а подробнее, вот смотрите табличку, изучайте героев. Вот, ну и теперь бой. Вот такая вот у меня предальфа, разработчики мне дали к ней доступ, чтобы ее потестировать. Я ее погонял часа 2-3, поизучал героев. И вот такую связочку я сейчас для себя выделил. То есть я беру 2 героев боди, вот этих вот Церинг 1, Церинг 2. Я вот беру, тут можно любых выбрать, но я беру редких, потому что у меня герои редкие, и сразу тренируюсь на редких. Вот, Церинг, и беру одного героя Mind. Mind, хорошо бы взять Петро. Петро вообще очень хороший герой, но его сейчас на рынке нет. Будет он выпущен до альфа или нет, я пока не знаю. Спросил у разработчиков, ну как-то они пока ответить не могут мне. Поэтому Петро, если будет Петро на рынке, вот его можно взять в мою связочку 3-м. Но пока нету Петра, я беру вот эту вот Кризал. Mind. Почему так? Чтобы были связки. Body вот бьет у меня Soul, а Mind бьет Body. То есть, если у меня противник появится с Body, то я его Mindом добью. Который, ну, в общем, вот такая связочка. Надеюсь, вы поняли. Но если у кого-то какие-то еще будут идеи, кого-то протестировать, ребят, пока у меня есть доступ, пишите в комментариях или в Telegram пишите. Я могу героев протестировать, какие-то связочки вам подсказать, может быть. Если вы вот планируете прям серьезно к турниру подготовиться, пожалуйста, обращайтесь. Ну и вот так вот сейчас загрузится бой. Давайте подождем и посмотрим, как это все выглядит. Так, подгружаемся. Так, вот у меня противник как раз один Soul, Mind и Body. Полный комплект. Почему я беру вот этих вот лысых чувачков, да? Они бьют массово сразу. Вот они бьют массово. И 2 подряд массово. И вот этот вот сейчас красный Soul от 2 ударов прям сразу вылетает один. Вот смотрите, как это выглядит. Вот второй теперь у меня бьет лысый. И вот этот вот красный на Человека-паука похож. S, по-моему, он называется герой. Выжил, смотрите, выжил. Обычно он вылетает после 2 ударов. Может быть, он какой-то эпический стоит тут, не знаю. Вот, теперь смотрите. И 3-й тоже бьет массово. И вот он сейчас у меня есть. Смотрите, у меня сразу одного убил, второй там на одном дыхании живет. Вот Петро. Ну, Петро, конечно, мочит сильно. Вот если будет на рынке Петро появится, я его обязательно себе возьму. Потому что он такой имбовый герой на самом деле. Так, ну все, давайте мы вот этого добьем. Петро. Так, этот Боди у меня, он Петро не добьет. Так, лысый еще пока не ходит. Ну, давайте вот так вот попробуем мы вот этого вот так ударить. Вот, видите, вот, в общем, у них есть мана внизу, по 10 маны дается изначально, на каждый навык, вот у каждого разный навык, по-разному маны расходуются. Когда мана заканчивается, можно пропустить ход, и тогда добавится 4 маны. Вот, ну давайте мы еще масс добавим, чтобы лысый помер. Вот, все, лысого убил, и, отлично. Обоих убил. Ну вот она вот так связочка моя работает. И смотрите, мне за победу начислили 138 очков. То есть это, как было написано в правилах, посчитали там сколько здоровья у моих героев осталось и начислили эти очки.
И вот теперь у меня, видите, осталось еще 19 боев. Это вот уже имитация турнира, как будто я купил билет. И я сейчас вот нахожусь на 25 месте, да. Ну вот видите, 3000 очков, это на самом деле тоже я набрал. Но у меня была другая немножечко связка, как раз была у меня с Петро связка. Я вот 3000 очков набрал за 20 боев. Давайте попробуем еще раз. Ну вот эта вот связка. Потом я уже посмотрел, что Петро нет на рынке и начал экспериментировать с другими связками. Вот эту вот подобрал связочку. В общем, она тоже себя неплохо показывает. Ну, давайте еще один бой для уверенности проведем. Посмотрим, как он работает. Опять, видите, Соул, вот Человек-паук, хорошо, сейчас он и слетит. И 2 майнда. Вот 2 майнда это плохо, потому что они моих лысых будут хорошо бить, а мои лысые их будут бить плохо. Ну, давай попробуем. Вот видите, он их плохо ударил. Ну, Человека-паука хорошо ударил. Так. Вот видите, по 437 сносит. Вот этот бой мне будет тяжело выиграть. Все, Человек-паук упал. Так. Вот этого я снесу. Нет, сколько у него? Так, можно здесь посмотреть, сколько осталось здоровья. 296. А, он убил мою эту, да? Ну, давай, тогда мы тебя вот так вот будем. Все, снес. Ну-ка, попробуем вот эту добить. Так, пробуем. Вот так вот, да, ну вот это вот очень опасная для лысых, она их прям бьет. Вот видите, у меня мана сейчас закончилась, мне нужно пропускать ход, и я получу 4 маны. И у этого тоже закончилось, тоже пропускаю, ну и у него тоже закончилось, да, наверняка он тоже будет пропускать. Нет, он бьет, ой, ударил, да, ну вот это вот плохо. Ну не знаю даже, смогу ли я выиграть, нет. Так. Ага. Все, она пропустила. Так, я пропускаю и... Ну, наверное, должен я выдержать ее удар один. 318. Все, да, победил я в этот раз. Ну, вот, в общем, вот такая, ребят, связочка. Вот так вот она работает. В принципе, неплохая. Наверное, я на турнир себе вот такую вот связочку и соберу. Видите, еще 64 очка мне дали. Итого я вот уже на 17 месте вот в этой вот пред-альфа-тесте. Ну, в общем, на этом, наверное, все. Вроде бы все рассказал. Табличка будет ссылки. Не забудьте про скидочку. Ссылка на скидочку тоже будет в описании. И еще раз повторюсь, если кто-то себе какой-то состав хочет сформировать, каких-то связки, героев протестировать, пишите мне в личку. Я попробую, дам вам какую-то обратную связь. Ну, на этом, наверное, все. До встречи на игровых полях.